Привет-привет! Рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Надя. Это канал о вязании, и в этом видео я расскажу вам, как я вязала вот этот вот узор. Смотрите, какой классный. Здесь у меня еще пока только заготовка, но мне уже не терпится показать вам этот узорчик и рассказать, как он вяжется. Этот узор связан крючком. Это не спицевый узор. Если вам так показалось, то значит мне удалось вас обмануть. И на самом деле этот узор тоже относится к семейству узоров, крючком, как спицами. И мне кажется, он просто идеально имитирует спицевую вязку, какой-то ажур спицами. Но на самом деле, конечно же, этот узор связан крючком. Я планирую сделать топ. Не знаю, буду ли я выпускать мастер-класс, потому что на самом деле узор очень простой. И у меня уже был похожий узор на канале. Возможно, кто-то даже помнит. Или кто-то скажет, зачем ты нам его еще раз показываешь. Но здесь я сделала небольшую модификацию этого узора. И мне кажется, он тоже достоин того, чтобы его кто-то записал, кто-то рассказал, как он вяжется. Потому что к каждой пряже нужно выбирать как бы свой узор или свою модификацию. В том варианте, который был у меня в прошлом году, у меня получались очень большие вот эти вот ячейки, большие дырочки. Я решила, что здесь у меня достаточно крупная пряжа, плечевое изделие, такие большие отверстия я не хочу, я хочу отверстия поменьше, и мне нужно как-то модифицировать этот узор, как-то его изменить, и заодно вам расскажу, что у меня получилось. Итак, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если нужен будет мастер-класс по такому плечевому изделию, то пишите об этом в комментариях. Да, этот топ, конечно, уже в мастер-класс не пойдет, но мне нужно знать, интересно вам или нет, как вписывать такие узоры, как делать их укороченными, как удлинять, да, то есть мне придется снова купить, допустим, пряжу или заказать, или что-то еще сделать. Но, в общем, вы поняли, если нужен мастер-класс, пишите об этом в комментариях. И давайте начинать вязание. Пряжа у меня для этого видео это Yarn Art Symphony, это хлопково-вискозный шнурок. Я вообще люблю шнурковую пряжу, и вот решила, что из шнурковой пряжи мне нужно связать топ. И эту пряжу для этого узора я буду вязать крючком 5 миллиметров. Вообще такие узоры вяжутся крючком чуть больше, чем рекомендует производитель. Всегда. Я для себя это правило уже вывела и запомнила. И вот на этикетке сказано, что для этой пряжи рекомендуется крючок 4 миллиметра, поэтому я буду вязать его крючком 5 миллиметров. Для узора набираю число петель кратное 6 плюс 5 петель. Я наберу 23 воздушных петли. Петли набраны, и дальше я перехожу к вязанию установочного ряда. Установочный ряд в раппорт не входит. Итак, воздушная петля подъема. Дальше вкалываю крючок за дальнюю дужку во второе звено от крючка. Вот смотрите, раз, два. То есть вот сюда я буду вкалывать. Но сначала делаю накид на крючке и вкалываю крючок за дальнюю дужку во второе звено от крючка. Вывожу рабочую нить и протаскиваю рабочую нить через все петли на крючке. Это соединительная петля с накидом. Раз, в следующую точку за дальнюю дужку. 2, в следующую точку. 3, в следующую точку. 4. И работаю так до конца ряда. Я сейчас вяжу по изнаночной стороне. Лицевая сторона образуется, сейчас получается снизу, вот видите, по лицевой стороне остаются такие косички. Итого должно быть тоже 23 соединительных петли с накидом, ровно то количество, которое я набирала в цепочке из воздушных петель. Все, установочный ряд я провязала. Дальше первый ряд раппорта. Итак, делаю воздушную петлю подъема, разворот, и тут начинается раппорт не только вертикальный, но и горизонтальный. Вкалываю крючок во второе звено от крючка. Раз, два, за дальнюю тушку. Подхватываю рабочую нить и делаю соединительную петлю 1.
в следующую точку за дальнюю дужку, подхватываю рабочую нить и делаю соединительную петлю 2. Раз, 2. Дальше 2 воздушных. Раз, 2. Дальше делаю накид на крючке, отсчитываю 2 петли. Раз, 2 и вкалываю крючок в третью петлю за дальнюю дужку. И делаю полустолбик с накидом. 1. Снова делаю накид на крючке, в следующее звено за дальнюю дужку вкалываю крючок и делаю соединительную петлю с накидом. Тоже 1. Это и есть раппорт в этом ряду, горизонтальный раппорт. И дальше повторяю его снова и снова. 2 соединительных петли. Все петли будут вязаться исключительно за дальнюю дужку. 2 воздушных петли. Раз, 2. Полустолбик с накидом. Раз. И соединительная петля с накидом. И повторяю так до конца ряда. 2 соединительных петли. Раз, 2. 2 воздушных. Раз, 2. Полустолбик с накидом. И соединительная петля с накидом. Снова 2 соединительных петли. Раз, 2. 2 воздушных петли. Раз, 2. И в последнюю точку заканчиваю полустолбик с накидом. То есть до завершения самого раппорта мне не хватает лишь одной петли. Значит, все правильно. Дальше второй ряд четный. Все четные ряды вяжутся одинаково. Он будет вязаться точно так же, как установочный. Итак, воздушная петля подъема, поворот, делаю накид на крючке, вкалываю крючок во второе звено от крючка. Раз, 2 за дальнюю дужку. И делаю соединительную петлю с накидом. Раз, 2, 3, 4. У меня будет 23 снова соединительных петли с накидом. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 23 в последнюю точку. Все верно. Я рекомендую пересчитывать петли в четном ряду, чтобы нигде не ошибиться, чтобы проверить себя. 2 пары рядов я связала, дальше будет третий, четвертый ряд, они будут практически идентичны первой паре рядов, только будут вязаться в шахматном порядке. Итак, здесь начинаю ряд следующим образом. Делаю 2 воздушных петли подъема. Раз, 2. И поворачиваю изделие на лицевую сторону. Дальше делаю накид на крючке. И смотрите, я отступаю. Естественно, все воздушные петли подъема я отступаю и отступаю петлю, из которой растут эти петли подъема, и вкалываю крючок в следующее звено за дальнюю дужку. И делаю полустолбик с накидом. 1.
накид на крючке, в следующую точку соединительная петля с накидом. То есть я начинаю с вот этой части раппорта, да. Здесь раппорт у меня начинается так: полустолбик с накидом, соединительная петля с накидом, 2 соединительных петли, раз, 2. Все петли вяжу за дальнюю дужку и дальше 2 воздушных петли. Вот он раппорт этого ряда, и он повторяется до конца. Раз, 2, отступаю, полустолбик с накидом, соединительная петля с накидом, соединительная петля, соединительная петля, 2 воздушных, раз, 2. И снова полустолбик с накидом, соединительная петля с накидом, 2 соединительных петли, раз, 2, и 2 воздушных, раз, 2. Раз, 2, отсчитываю, полустолбик с накидом, соединительная петля с накидом и 2 соединительных петли, раз, 2. И на этом ряд заканчивается. Все верно, все правильно. И дальше 4-й ряд, он четный, он такой же, как все четные ряды. Воздушная петля подъема, поворот, делаю накид на крючке, во второе звено от крючка вкалываю крючок и делаю соединительную петлю с накидом. Снова. Делаю снова накид в следующую точку за дальнюю полупетлю. Здесь точно так же будет 23 соединительных петли с накидом за дальнюю дужку. Это 22-я петля, предпоследняя. И смотрите, куда делается последняя петля. Это важный момент, важно его не упустить, иначе число петель изменится. Вот 2 воздушных петли подъема, и последняя петля делается во вторую воздушную петлю подъема, точно так же за дальнюю дужку, да? Вот она, это 2-я петля, раз, 2. Ее важно тоже провязать соединительной петлей с накидом. И вот какой получается небольшой мотивчик из 2 пар рядов. То есть на этом раппорт в высоту закончен. Дальше возвращаемся к первому ряду, не к установочному, возвращаемся к первому ряду и повторяем с 1 по 4 ряд на нужную высоту. И вот мой готовый образец уже в большом изделии. Вот так смотрится этот узор. Это у меня не ошибка, это у меня боковой шов, его имитация и следующая половинка. Ну и, конечно же, это изделие будет смотреться вот так. Давайте вот я вам покажу. Будет носиться вот так, чтобы эти косы, которые образуют соединительные петли с накидом, они шли как бы вверх. Могут идти вниз, могут идти вверх. Но если они идут вверх, то мы как бы имитируем вязку спицами снизу вверх. Да? Вот косы идут вверх, и однозначно это изделие, это вязание, этот узор похож на изделие, связанное спицами. Надеюсь, что вам понравилось данное видео, что узор для вас будет полезен, что вы где-нибудь его будете применять. Заранее спасибо за ваши лайки, за то, что смотрите мои видео, задаете вопросы в комментариях. Спасибо за внимание. Пока-пока.